друзья, мы закончили еще один интересный проект. Это большой камин с огромной топкой. Отделан будет деревом. Вот такие вот деревянные бревна придают такую массивность, брутальность, мощность этому камину. На этом наша работа закончена. Ребята после нас доделают верх также в грубом стиле, большими деревянными слэбами. Сделали приточную вентиляцию. Регулируется открытием поворотной задвижки. Вот. Задвижка шибера перекрывается тоже сбоку, здесь. Если кому-то понравилась наша работа, поставьте лайк, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Пишите в комментариях, задавайте вопросы, я обязательно отвечу лично каждому. До новых встреч, с вами был Печник Тульский. Ну все, парни, счастливо. Мы закончили. Рад был познакомиться, пообщаться, поработать вместе. Классные мужики, хорошая компания. Все. Спасибо. Будьте здоровы. Щасливо пути вам, Все, удачі. Давай, пока. Ага. Это прямая елка, можно делать также ее по диагонали. Просто придется вместо половинок подпиливать треугольнички по краям. То есть много можно придумать разных еще рисунков, но это самый простой и как бы более интересный. Большому камину мы строим маленький камин в другой комнате. В данный момент производится изоляция стен, пожаробезопасности.
Установили топку, обклеили дверь клеенкой, чтобы не испачкать ее при дальнейшем монтаже. Достроили камин, затопили, тяга нормальная. Регулировать тягу можно подачи кислорода снизу. Открыл, закрыл. Сейчас не показываю отсюда. Камин в стиле минимализма, хай-тека и современного скандинавского стиля. Все ровно и просто, но таким он не останется. Его в дальнейшем отделают либо деревом, либо частично дерево, частично камень с плиткой. Здесь все в таком охотничьем стиле. Вот. Отделывать, конечно, будем не мы, отделает та компания, которая строит все это здание. Так, вот здесь вот регулируется горение плавное и интенсивное. Вот эта задвижка открыть-закрыть. Ну и, соответственно, когда мы приоткрываем дверку, чтобы доложить дров, ее нужно открывать плавно, чтобы не потянуть на себя дым. Еще одна топочная камера на этом объекте.